Война. День 558. Ситуация на фронтах. Прошло 3 месяца с начала украинского контрнаступления, которое все еще продолжается. Многие ожидали, что оно будет более стремительным и успешным в первые же дни, и ожидания эти были не на пустом месте. Дело в том, что Украина сама завысила планку ожидаемого успеха, проведя 2 успешные наступательные операции в 2022 году. Сначала в сентябре, освободив более 8000 квадратных километров в Харьковской области менее чем за неделю, прорвав российскую оборону, вынудив россиян спешно бежать, бросая технику. А затем уже в ноябре, благодаря планомерному выбиванию логистики, украинским войскам удалось освободить правобережье, включая единственный захваченный областной центр – город Херсон. И важно, что все это украинцы совершили преимущественно на советской технике, с небольшой долей западной артиллерии. После этого поставки современного оружия стали нарастать, и Украина к готовящемуся наступлению получила современные западные танки, такие как Челленджер и Леопард, а также множество боевых машин пехоты, такие как Брэдли, Мардер и CV-90. Все это создавало впечатление, что если Украина смогла провести столь успешные операции с старым вооружением, то с новым успех практически гарантирован. Но дело в том, что и российская армия адаптируется и исправляет свои ошибки. Она провела мобилизацию и подготовила мощные оборонительные позиции. В результате, в начале наступления, благодаря мощным ударам механизированных частей, украинцам не удалось прорвать российскую оборону, и это лишь повлекло к большим потерям. Западная техника действительно лучше советской, но это никакое не чудо-оружие. Ее главное преимущество – это защита экипажа. Соответственно, после неудачных попыток таких атак, украинцы перешли к новой тактике – планомерному выбиванию логистики и продвижению малыми пехотными группами, что значительно замедляет процесс, но позволяет сохранить жизни. Сейчас инициатива остается на стороне Украины, и наступление продолжается. Давайте посмотрим, как изменился фронт за эти 3 месяца. Сватовское направление. С начала июня этот участок фронта был относительно спокойный, но к июлю россияне накопили здесь достаточно сил и пошли в атаку, оттеснив на несколько километров украинские войска, с дальнейшей целью выхода на рубежи реки Оскол, где бы Россия смогла стать надежную оборону. Тем не менее, прорвать украинские рубежи у россиян не вышло, а украинские контратаки в значительной степени нивелировали российские продвижения. Бахмутское направление. Тут украинские контратаки начались еще в мае, с целью оттеснения россиян на флангах. За 3 месяца боев украинским войскам удалось нивелировать российские выступы, но тем не менее город Бахмут не находится в полуокружении. Для этого украинцам необходимо выйти к реке Бахмутка, чего пока не случилось. Авдеевское направление. Пожалуй, наиболее статичный участок фронта этим летом. Бои тут продолжались, но каких-то ощутимых изменений не произошло. Бердянское направление. Тут украинским войскам удалось незначительно отодвинуть россиян в районе Угледара, а также ликвидировать российский Времевский выступ в районе Великой Новоселки. Тут и случились наибольшие успехи украинских войск в плане освобождения населенных пунктов. На данный момент продолжаются ожесточенные бои за села Приютне и Завітне Бажання. Мелитопольское направление. Вероятно, именно здесь был главный удар украинских сил. По крайней мере, это можно судить по числу использованной техники. В то же время, это наиболее очевидное направление, и поэтому наиболее укрепленное со стороны России. В начале своего наступления Украина потеряла значительное количество бронетехники, в основном на минах. Но после адаптации к имеющейся ситуации, украинцы вгрызлись в российскую оборону, с каждой неделей продвигаясь вглубь и расширяя клин.
На данный момент продвижение составляет порядка 10 километров, и, как заявляется, украинцам удалось выйти к основной линии обороны, а на некоторых участках даже пересечь ее. Тем не менее, до Токмака, важного логистического пункта, остается еще порядка 20 километров, а до Мелитополя, взятие которого будет означать перерезание сухопутного коридора в Крым, остается более 60 километров. Херсонское направление. После уничтожения россиянами Каховской ГЭС им на некоторое время удалось обезопасить свой левый фланг. Но после того, как вода сошла, украинцы вернулись на острова и, более того, участили вылазки на левый берег Днепра, а теперь там есть несколько плацдармов, в том числе в районе Антоновского моста в Дачах. Но тем не менее, этот плацдарм будет сложно развить вглубь, так как он отделен водной преградой, в том числе рекой Конка, в 3 километрах от Днепра. Любопытный факт. В последние дни стали появляться видео, снятые с БПЛА «Байрактар», которые наносят удары по российским войскам. В первом видео удару подверглись оккупанты, разгружающие катер на побережье, а в другом – Урал. Возобновившиеся удары могут быть связаны с недавним уничтожением российского ПВО, которое прикрывало небо. В то же время вполне возможно, что удары Байрактара и не прекращались, а попросту не было публикации видео этих ударов по просьбе Турции, которая выступает неким посредником. А вот эти новые кадры приурочены к встрече Эрдогана и Путина, чтобы, так сказать, турецкий лидер не пришел с пустыми руками к российскому диктатору. Спасибо за просмотр, как всегда буду благодарен поддержке видео лайками, подпиской и комментарием. Также становитесь спонсором на YouTube и Patreon.